Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Ребят, есть новость. Не хорошая, не плохая, это просто жизнь. Мое приключение в рамках передачи «Орел и решка» закончилось. Спасибо за то, что вы были со мной во всех этих приключениях. Мы взяли под план, ребята! Ой, господи! Достаньте меня! Божечки, боже мой, это лучший момент в моей жизни. Я смогла, я смогла. Я хочу, чтобы вы это увидели. Как бы мы ни грезили путешествиями и новыми впечатлениями, как выяснилось для меня, самая лучшая дорога — это дорога домой. И я дома. Я люблю вас всей своей островской душой, сильно вас обнимаю. Но есть и хорошая новость. Сезон «Чудеса света» продолжается уже с новой ведущей. Несмотря на то, что границы большинства стран еще закрыты, мы начинаем первый сезон после карантина. Вместе со мной удивляться и восхищаться чудесами мира будет... Василиса! Всем привет! Меня зовут Василиса! Василиса Хвостова. Ведущая из народа. Все, как вы любите. Мерлин Монро! Шербере! Ну что еще нужно для Орла и Решки? Так и что, Антон, где мы есть? Мы в прекрасной Каппадокии! Так я ее себе и представлял. Василиса, ты тут хочешь быть премудрой или прекрасной? Антон, я хочу здесь быть пребогатой! Как ты быстро поняла правила. Тут все решишь не ты, а монетка. Орел. Ой, этот момент, господи! Решка! Готова? Да, давай. Это шо? Это шо? А что это походя? Я реально не поняла. Это получается вот это вот сюда. Да нет, это но- вот, как ты? Ну, извини меня, новичок, дедовщина. Антон, Ну, слушай, ты знаешь Каппадокия что? это что? Это шары, поэтому подготовились. Держи, бюджетный, Да ты- лети, давай. Муа, посвящение, Антон, я не пока. успела слово сказать, и что мне что делать? Лопать? Сегодня наше первое после карантина путешествие. Мы увидим самое сердце Турции. Удивительную горную область Каппадокию. На поверхности тут живут окаменевшие великаны. Под землей спрятаны мрачные города. А то, что происходит в небе, это какой-то волшебный сон. Ну, здравствуй, Каппадокия! Я стою одна в непонятном мне аэропорту, ни такси, ни автобусов я не вижу. И, наверное, обменного пункта тоже нету. Что делать? Ау! Anybody home?
Для знакомства с Каппадокией туристы прилетают в аэропорт Невшехир и потом едут в городок Гюреме. Вокруг него и находится все самое интересное. Не, ну 40 километров пешком я точно не пройду. Нужно разыскать хоть какой-нибудь транспорт. Вон девушка сидит. Так, ну-ка. Hey, miss, can you help me, please? I don't see no taxi, no bus. How I can go to the town? Grue. Do you know? Tell to you taxi number. Maybe bus is here. You can only taxi. Only taxi. Yes. Как мне объяснила сотрудница аэропорта, отсюда до Гюреме дешевле всего добраться на маршрутном автобусе за $3.65. Но сейчас аэропорт принимает всего один рейс в день, поэтому и автобус тоже ходит один раз в день. И я его уже прозевала. Кроме автобуса добраться можно только на такси. А, вот, Yes. Гюреме. 2000 Turkish liras. Так, ребят, ну что, мы выяснили, что это вообще не варик. Такси 40 баксов стоит. Вы шо? С ума сошли? Поэтому я думаю, что надо что-то другое намутить, потому что я не могу потратить половину своей суммы просто на такси. Ну, think about it, man. Каппадокия переводится как «страна прекрасных лошадей», но что-то лошадей я здесь не вижу. Сейчас сделаю звоночек нужному человечку. Алло, мне 180 лошадок, подгоните, пожалуйста. Ну вот, мой железный конь. Джип Wrangler Rubicon. Чемпион по прохождению бездорожья. Такой зверь идеально подойдет богачу, чтобы исколесить всю Каппадокию. Штурмовать крутые скалы и взбираться по извилистым горным тропам. Ну все, помчали, пру! Потерпев ряд стратегических неудач, Василиса уходит из аэропорта Невшехир ни с чем. Не надо быть ведущим «Орла и решки», чтобы понять, если за деньги никто не везет, надо пробовать доехать автостопом. О, господи, как быстро, ребята, my friends! О, ничего себе, я только встала уже. Hello, can you take me to the town? Sprechen Sie Deutsch? Что? Deutsch. Дольч? Какой Дольч? Kein Deutsch. Wollen Sie nach Nevşehir? Невшир, yes, Невшир. Ребята, погнали, погнали. Thank you very much. Bitte, bitte. Чё себе, вот это удача. Я только встала на трассу, и буквально за одну секундочку ко мне приехала карета с двумя джентльменами. No English, no Turkish, and how? But we understand. Yes, I understand you. You understand me? Germany, Germany. Germany. You're from Berlin. Ich komm aus Germany. From Armenia. Germany. Germania. Germany. Что это он имеет в виду, Germania? Это какая-то Deutschland, новая страна. Deutschland. Deutschland? Deutsch. Дольч, what? Господи, давно я себя не чувствовала такой тупой. Saving yourself for the day the sun won't go away. You're hiding behind all the lies that you believe. Always the one to pick another little. Stop here. Yes, of course. Thank you very much. Турецко-немецкие джентльмены довезли меня до поселка Учхисар и сказали, что отсюда еще 4 километра пешком до Гюреме. Ребята, спасибо. Вот так вот я бесплатно добралась до такой нереальной красоты. Господи, вы посмотрите, я это вообще первый раз вижу. Пойдем к ним подойдем. Тут и лошадь. Господи, да это я как будто в каком-то кино. Как у вас дела? Дела хорошо, а у вас? Хочешь? Good? Отлично. Хочешь проходить на верблюда? Конечно, хочешь. How much? For free? Садись бесплатно. Бесплатно? Слезать платно. Ну понятно, конечно, бесплатно. Ага. Бесплатный сыр только в мышеловке. Так, can I touch just
Можно я тебя потрогаю? Господи, это похоже на поглаживание до ковра. Почему? Он такой прекрасный. Я надеюсь, у меня свежее дыхание. Все, нет, я не буду. Нет, это что? Все, давай. Все, с закрытыми глазами. Все, нет, я не буду. Все, хватит, я не хочу. Все, ты good, но целовать, но not now. Мы еще мало с тобой знакомы. Ну, здравствуй, Каппадокия! Невероятно. Вот, теперь понимаете, почему Каппадокию называют чудом света? Потому что, наверное, нигде в мире нет такого множества скал самых чудных форм. Какие-то напоминают старинные башни, какие-то похожи на замки из песка. Есть скалы, ну вылитые звери. Скалы колючки. Скалы вигвамы. И скалы огромные барханы. Кто же потрудился над этим чудом света? 60 миллионов лет назад на этом месте извергались десятки вулканов. Они заливали Каппадокию лавой и слоем пепла толщиной в десятки метров. За миллионы лет лава и пепел затвердели и превратились в горную породу – туф. Тогда за дело взялись вода и ветер, которые вымыли, выточили и выдали всю эту красоту. Ребята, поменяла лиры по выгодному курсу на почте. Так что сейчас it's time to spend my money. Главный город Каппадокии – это Гереме. Именно сюда приезжают все туристы и потом расползаются смотреть на местную красоту. Уезжают в туры по долине голубей, спускаются в подземные города, гоняют на квадроциклах по долине любви, идут в походы по горным пещерным церквям, забираются на скальную крепость Учхисар, летают на парапланах, смотрят на танцы дервишей, отправляются кататься на верблюдах и гонять на скоростных лодках. Ну и, конечно же, заказывают себе самое волшебное развлечение в Каппадокии – рассветный полет на воздушном шаре. Рядом с сотней других красочных воздушных пузырей. Это самое романтичное развлечение, которое есть в мире. Я тоже хочу полетать на воздушном шарике. Сейчас узнаю, что почем.
Добрый день, мои друзья. Я иду как раз к вам. Здрасте. А вы соскучились по туристам? Нет, я соскучился разговаривать по-русски. Давно я не разговариваю по-русски. Ой, Пожалуйста. спасибо большое. Скажи, можно уже, да, попробовать нам покататься на воздушных шариках? Так, гид. Шарик, к сожалению, там нет, потому что мало человека. Мало людей. Шарик агентство не открывает, но, по-моему, 15 или 10 августа они открывают. Только 15 августа открою. О, то есть вообще нет никакого варианта, да? Ни на чем покататься. Да что ж такое? Да почему? Даже все шарик, у них есть 10, 16, 20, 25, 10 мест на бакс. Ага. Государство сказали, вот это по администрации должен быть половина. Например, если это бакс 20 человек, за 20 человек, 10 человек может летать. Поэтому шарик агентства, они думали, они потеряют деньги, поэтому они не хотят летать. Вот такая она, карантинная реальность. Какие двери не дергай, все закрыто. Видишь, пустота. Из-за этого проклятого коронавируса сдулись не только шары, но и весь местный туристический бизнес. 70% отелей и ресторанов в Каппадокии сейчас не работают. Кафешка закрыта, там вообще не хватает перекати-боля. Пустота, просто пустыня. Ау! Где кто-нибудь? Отзовись! Пока Вася целует замки на дверях, я уже взял себе тур за $200, чтобы посмотреть одно из чудес Каппадокии. Чудеса Каппадокии не только снаружи. Многие из них спрятаны под землей. Одно из них – подземный город Деренкую. Деренкую – самый большой подземный город в мире. И, естественно, одному мне там не разобраться. Я просто заблужусь в подземелье. Поэтому я обратился за помощью к профессиональному гиду. Привет. Привет. Одна здесь отдыхаешь? Одна. Антон. Дженнифер. Очень приятно. Я тоже. Ты будешь мой пещерный тролль? Да. Слушай, а это вот план того, Да, куда мы это пойдем? примерный план подземного города. Слушай, как тут узко. Подземному городу Деренкую 4000 лет. Его выдолбили древний народ хетты, чтобы прятаться от набегов врагов. В этом городе, по официальным данным, 30 тысяч человек жило. Но, Антон, я сразу хочу сказать, что то, что мы с тобой сейчас увидим, это всего 10% от этого города. То есть оно... А он очень большой. Деренкую – это гигантский муравейник, который уходит под землю на 8 ярусов. Подземный город вырубили прямо под обычным. Когда враги нападали на дома местных жителей, те спускались в свои погреба, а оттуда по тайным ходам шли в подземный город. Специально такие есть двери, большие каменные, закрывают, и враг не приходит. Эти двери весили от 200 до 500 килограмм примерно. Видишь, они такие достаточно объемные. То есть, получается, люди их брали, закатывали, и с той стороны, видишь, как враг, да, закрывается, что он все не может открыть никак эту дверь. А это у них типа такой был глазочек, они могли смотреть. В городе под землей было все то же самое, что и в его брате-близнеце над землей. Школа, храм, залы для собраний, столовая, пекарня и жилые помещения. Чтобы жить под землей месяцами, у деренкуюйцев были колодцы, которые вели к подземным рекам, и подземные вентиляционные шахты. Это же бездна. У них был подземный хлев, где держали коров, лошадей, коз и курочек. Это вот кормушки, пожалуйста, милости просим.
Чтобы хранить мясо, молоко и яйца, здесь были подземные холодильники. А вот здесь, видишь, выемка поглубже. Автоматически, когда вот это делаешь углубление, там температура еще ниже становится. А, это как погреб, там Да, хранить? это холодильник, а там морозильник. Класс, класс. А теперь ответ на главный вопрос. Пойдем, Хорошо. я тебе покажу сейчас. Наконец-то. Наши каппадокийские туалеты подземные. На самом деле, вот в этом это подземном он? городе, да, ходили в такой глиняный горшок. Когда они наполнялись, что делали люди? Кидали туда кусок мяса, либо кусок шкуры, там заводились черви. Сначала они съедали, Как это? да, а потом они съедали друг друга. И в конце Романтика. концов оставался просто такой налет, получается, на этом глиняном кувшине. Его люди собирали и как удобрение на полях распыляли. А это единственный подземный город здесь, в Каппадокии? Нет, на самом деле в Каппадокии порядка 200 подземных городов. 200? Да. Но для туристов открыто, конечно, намного меньше. Я лично сама была в 24 подземных городах. Как я этого ждал. Здравствуй, солнце, главное чудо света. Thank you. Гуляя по Каппадокии, можно увидеть, что жизнь в пещерах – это не что-то из далекого прошлого. Смотрите, здесь в каждой скале люди выдолбили по нескольку пещер. Одну над другой. Из-за этого скалы выглядят как многоэтажки. Каждую пещеру здесь переделали в полезное помещение. Самые дорогие отели в пещерах. Есть пещерные рестораны, пещерные концертные залы. В пещерах находятся старинные христианские церкви с расписными потолками. Самое большое хранилище лимонов в Турции тоже находится в пещере. А вот пещера-гараж. И простые люди в Каппадокии живут в пещерах. А вы только посмотрите на всю эту красоту. Господи, а это что? Посмотрите, какая гигантская колдобина. Хочу посмотреть, что же там внутри. Hello. Здравствуйте, к вам можно? О, как у вас тут круто. Ой, а вы тут живете? Это ваш дом? Да, это наш дом. Меня зовут Вася, а вас? Мухаммед. Эти милые старички Мухаммед и Пальджа всю свою жизнь прожили в пещере в скальном конусе. Этой пещере больше 600 лет. Туф порода мягкая, и нашим предкам нужен был всего месяц, чтобы выдолбить одну комнату. Древняя пещера находится на 2-м этаже. Но нам уже тяжело туда подниматься, поэтому мы сделали себе небольшую пристройку на 1-м этаже. А это кухня? Да, Мутвах. Слушайте, запах какой-то домашний. Ну, конечно, тут же люди живут, господи, Василиса. Посмотрите, чем-то напоминает вот наши деревушки. Смотрите, у них тут плита газовая. Примечательно, что у них тут есть современная посудомоечная машина, да? А вот где Мухаммед и Пальджа спят. Господи, с ума сойти, посмотрите, это прям как у нас в деревнях, вот прям как у меня дома. Это наша печь. Это ты поджигаешь. Смотри, а это моя горелка. Мусор весь. Вот, видите, как у них устроено, интересно. Туда они скидывают мусор. Я тут сплю, и мне тепло. Вы тут спите, все. Поняла. Тут нереально атмосферно. Господи, меня прям, если честно, прям перепирают эмоции, потому что это я не могу представить, что люди на самом деле живут здесь.
Вообще-то, у нас в домах женщины не ходят с непокрытой головой. Иди сюда. Так, давайте. Вы меня покрывайте как свою. Ай, красота какая. Персик. Спасибо. Мне вот интересно, какая в пещере коммуналка? Мы платим 90 лир за свет и воду каждый месяц. Зимой отапливаем только спальню и отдаем 700 лир в месяц. С моей пенсии на жизнь остаются гроши. Вы бы хотели переехать из пещеры? Ой, мы очень хотим. Но аренда жилья в новых домах слишком высокая. А продать свою пещеру мы не можем уже 30 лет. Кажется, что жить в пещерном городе – это сплошная романтика. Но каждый местный мечтает продать свою пещеру и уехать в другой город, где есть не пещерные, а нормальные торговые центры, школы и супермаркеты. Но сделать это не так легко. Все хотят продать свою пещеру подороже, под отель или ресторан, за сотни тысяч долларов. Но отелей и ресторанов в Каппадокии уже и так много. Так что никому эти пустые норы уже не нужны. А мы с безлимитной картой продолжаем колесить от одного чуда Каппадокии к другому. Если у вас есть лишние 300 евро, а у меня они, естественно, есть, то можно организовать себе тур по долине голубей. К деньгам. А вот и она, долина голубей. Долина голубей – это глубокий каньон. На его отвесных скалах живут тысячи скальных голубей. Такая супер огромная голубятня. Hello. Hello, welcome. Thank you, Антон. My name is Ali. Ali, nice to meet you. Мой гид-голубевед Али. Али проведет мне персональную экскурсию по долине. Знаешь, кто первыми заселил эти горы? Не люди, а голуби. Видишь, какие скалы высокие? Там до них никакие хищники не доберутся. Потом в долину пришли люди. Они заметили, что на земле, перемешанной с голубиным пометом, очень хорошо растет виноград, из которого получается знаменитое каппадокийское вино. Чтобы удобнее было собирать голубиное удобрение, птичкам начали выдалбливать жилье прямо в скалах. Сейчас мы заберемся наверх. Нет, аж туда? Да, там находится самая большая голубятня в долине. Ну, ребят, то, почему я так соскучился за время карантина. Неоправданный риск. Лезем к голубям. В голубятне много помета, так что переоденься, чтобы не запачкаться. О! Бёрдман. Но теперь ты супермен. С чем у всех ассоциируется Каппадокия? Воздушные шары, пещеры, красота, любовь романтиков и голубиное говно. Боже мой. Тут уже воняет. Фу, как страшно. Ой, боже мой. Как тут воняет. О! Саня, у меня воздуха на 3 фразы. Добро пожаловать в голубиный дом.
Хочется, чтобы это была самая короткая экскурсия в моей жизни. Я понял. Говно, 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 голуби, говно. Если вкратце. Ой, хорошо как. Смотри, голуби откладывают здесь свои яйца. А вон там, видишь, уже вылупились птенцы. Ты не замечал, что никто никогда не видел детенышей голубей? Это потому, что они сидят у себя в гнездах, пока не вырастут до размера взрослого голубя. Смотри, ночью голуби сидят на этих ветках и производят удобрения. А утром, когда улетают, мы поднимаемся и собираем их помет. Один мешок помета виноделы покупают за $10. А как вы собираете все это удобрение? Руками? Не смеши, у нас есть лопата. На, попробуй. Ой, оно тоже все в помете. Вот за что я люблю безлимитную карту, за возможность оценить непередаваемый опыт, который невозможен без кучи денег. Ну как бы я еще по-бедному собирал кучу голубиного помета. Ой, ай. Фу. Достаточно? Вполне. Окей, так. Осторожно, буду кидаться говном. На! Скажу честно, о долине голубей интересно узнать, о ней интересно рассказывать. Но лезть в голубиное логово, собирать голубиный помет и потом весь день пахнуть голубиными духами, да еще и за $350, это уже... Итак, где туристы останавливаются в Каппадокии? Конечно же, всем интересно испытать новые ощущения и пожить в пещере. Пещерных отелей тут полно, и можно найти бюджетный вариант. Вот, например, отель «Саксаган». Здрасте. Добро пожаловать. А у вас там пещерные номера в горе? Это не гора, это скальный конус. Мы их здесь называем дымоходами фей. Там внутри тоже пещеры. А сколько стоит? Вообще, одноместный номер у нас стоит $53. Но сейчас туристов мало, и мы делаем большую скидку. За сутки берем всего $25. $25? Супер! Это реально дешево! А вот и ваш пещерный номер. О май гад! Это же удивительно! Боже мой, даже посмотрите, как здесь уютно! Странно, что они мне лебедя из полотенец не сделали. Такие бантики, тапочки, тапули. А тут что у нас? Давайте поглядим. О, так, задвижка. Что тут у нас? Сюрприз. О, слушайте, если честно, я думала, там вообще будет такая пустая стена. Но нет, смотрите, здесь вот шкафчик, пожалуйста. И всего лишь за $25 вы будете наслаждаться таким нереальным видом на всю Каппадокию. Когда у тебя безлимитная карта, то поселиться в 5-звездочный отель вообще не проблема. Каякапы премиум кейс. Это самый большой пещерный отель в Каппадокии. Он занимает целый склон горы. Раньше здесь была пещерная деревня, пока ательеры не выкупили дома ее жителей и не превратили их в люксовые пещерные номера. Давненько я не чувствовал себя персоной VIP. Даже как-то неудобно. Хотя, кого я обманываю? Еще как удобно. Да еще и с премиальной картой MasterCard. К хорошему быстро привыкаешь. Самая дорогая пещерка стоит $1100 в сутки.
Вот мой скромный припещерный садовый участок. И, собственно говоря, вход в VIP-пещеру. Мать моя пещерная женщина. Я бы никогда не подумал, что скажу такое, но в пещере уютно. Чисто. А? Да, это уже не та пещера, в которой жили крестьяне. Здесь поработали дизайнеры и все приспособили под нужды миллионеров. Поставили дорогую мебель в османском стиле. Установили мозаичную мраморную ванну. Сделали бассейн с подсветкой. И напоминание, что мы в Турции. Хамам. Даже обработали потолки специальным составом, чтобы в шампанское богачам сверху не сыпалась каменная крошка. Ну, разве что кое-где оставили черные разводы от сажи, так сказать, для антуража. Тут все, что я люблю. Шик, блеск, древесина. Не понимаю, если и то пещера, и эта пещера, зачем платить в 44 раза больше за номер? В классике «Орла и решки» я делаю щучку. О, отлично, мягенько. Oğlumuz Ali ile kızımız Dilan'ın düğün merasimleri О, Паш, слышь, что это за звук? davetlidir. Какое-то объявление. Oğlumuz Ali ile kızımız Dilan'ın Hey, sorry, man. Hi, what is the sound? davetli. The sounds. I think there's a wedding in the town. Wedding, where is it? Yeah, there's a new name's Hopala over there. It's called, you know, there's a wedding on the right side if you walk. To right, ага. Yeah, you can find that place. Thank you. Слыхали? Свадебка? Так, ну-ка давайте проверим, что там за свадьба. Таки да, похоже на турецкую свадьбу. Невесты и подружек не видно, так что, кажется, это дом жениха. Здесь собрались все его родственники и друзья. Ну и родственники родственников, и друзья друзей. Вот брат жениха Махмуд танцует на крыше. Тетушка Фатма контролирует, чтобы он не упал. А племянница Эмины крутится в новом платье. А вот и сам жених, Али. Его можно узнать по праздничному плащу. Это свадебная ряса, чтобы он выделялся... Здравствуйте, чтобы он выделялся в округе, чтобы вы все поняли, кто здесь занят. Турецкая свадьба во многом похожа на нашу. Сначала все родственники жениха утрамбовываются в свадебный кортеж и едут забирать невесту из отцовского дома. Так, сейчас главная моя задача вписаться кому-нибудь в тачку и попасть в дом невесты. Sorry, guys, can you take me with you? Yes, of course. Thank you. Ой, thank you. Не удивляйтесь, в турецкой провинции, если ты пришел на свадьбу и искренне хочешь поздравить молодых, считай, ты уже желанный гость.
Приехав к дому невесты, все мужики начинают плясать. А женщины с детьми стоят в сторонке. А что же невеста? В это время молодую готовят ко встрече с женихом. Старший брат надевает ей красный пояс, который символизирует невинность. А мать покрывает голову дочери красной вуалью, чтобы никто, кроме мужа, не мог любоваться ее красотой. Потом невеста прощается с семьей и покидает отчий дом. Вообще видел, как оружие стреляет на свадьбе. Дальше все едут праздновать в ресторан. На самой скромной турецкой свадьбе собирается минимум 200 гостей. На свадьбе наших молодоженов Али и Дилан ждут 500 гостей. И при этом все торжество обошлось им всего лишь в $1500. Эти деньги пошли на аренду места и на музыкантов. Такая маленькая сумма, потому что зачастую на турецких свадьбах не тратится на еду. От слова «вообще». На наших свадьбах столы ломятся. Нарезки, салаты, бутерброды, гусь, поросенок, фаршированная рыба. А на свадьбе у Дилан и Али это вся еда. Вот, например, посмотрите. У меня всего лишь 4 печеньки и какая-то волшебная водичка, наверное. Потому что родители сосредоточены на том, чтобы собрать деньги, все деньги молодоженам, а не тратить их впустую. Турецкая мудрость. Think about it. По традиции семья жениха покупает молодым квартиру, спальный гарнитур и ковер. А семья невесты покупает всю бытовую технику. Нам такая турецкая свадьба покажется ужасно скучной. Нет тамады, не выступают фокусники и девочки-восточницы. Никто не дерется. И самое главное, вообще нет ни капельки алкоголя. И единственное развлечение для гостей – это дискотека. И, конечно же, танцуют свой первый танец молодожены. В конце торжества вручают свадебные подарки. На турецких свадьбах принято дарить золото или конвертик с денежкой. Я тут посмотрела, мне, конечно, ужасно стрёмно, но меньше $100 никто не кладет в конвертик. Ну, я положу хотя бы 100 лир. Это же лучше, чем ничего. Thank you, you're very, very, very wonderful wedding, and I want you should be happy. Thank you, thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Если богачу примелькали скалы и уже воротит от пещер, нужно ехать на северо-восток Каппадокии.
Если вы вдруг забыли, то Каппадокия до сих пор переводится как «страна прекрасных лошадей». Говорят, что коней на переправе не меняют, но это если у вас нет безлимитной карты. Поэтому меняю своего железного коня на водную лошадку. Да хватит ржать! Прыжок касатки. Ау! Это было очень больно. Привет, чудеса! Прощай, копчик! Let's go! Кызыл-Ирмак – самая длинная река Турции, и на ней можно погонять на скоростной лодке. Обычно в такую набиваются 20 человек, но можно заплатить $200, и тебе устроят индивидуальный дрифт на воде. Каппадокия Джет – это суперлегкая лодка с супермощным мотором. Зуб даю, это самая экстремальная развлекуха в Каппадокии. Я мокрый. И не уверен, что это из-за того, что на меня попадала вода. Снаружи эта лодка выглядит как старый потертый красный мокасин. Но после того, как он меня покатал, теперь я старый потертый красный мокасин. Боже, как это страшно, боже, как это больно. Еще одно развлечение в Каппадокии – это местная еда. Чтобы ее отведать, богатый турист едет в самый дорогой ресторан – Сеттон. И заказывает себе традиционный каппадокийский обед за $350. That's fine. Оу. Бюджетный турист может отведать традиционный каппадокийский обед в 20 раз дешевле. Всего за $17. Для этого нужно идти в домашнее кафе. Мараба! Кафе «Назар Борек» находится прямо в пещере ее хозяев. Здесь готовят каппадокийскую кухню по семейным рецептам. Из чего состоит традиционный каппадокийский обед в дорогом ресторане? Тушеная нога ягненка, обрамленная рисом и долмой. Тут килограммов 10. Это еще не все? Еще подают салат с козьим сыром, тыквенный мармелад, запеченную тахинную халву и вяленую говяжью пастурму с хумусом. А вот что подают в домашнем кафе. Ага. Сюрприз. Ух, как интересно. Так. Господи, какое чудное блюдо. Спасибо. Чудное блюдо для чудной Васи. И это еще не все. О, Господи, что-то тут мне еще принесли в лаваше. И турецкий йогурт. А теперь поподробнее. Как вообще называется это блюдо? Чичик долма, что в переводе цветочная долма, гёзлеми со шпинатом. Начнем с главного. Баранья нога. Нога ягненка – это главное блюдо каппадокийского праздничного стола. Ее тушат в тандыре при температуре 300 градусов. Чтобы понять, насколько это нежное мясо, оно тушилось в печи 5 часов. Попробуй обратной стороной ножа. Оп, и идеально проходит, как по маслу. Нежнейшее, тающее во рту мясо барана. Но его даже не приходится жевать. Настолько оно нежное. Давай, убери руки. Кто знает, когда мне в следующий раз безлимитная карта выпадет. Шукран.
Гёзлеме – это лепешка с овощной или мясной начинкой, которую выпекают на специальной сковороде – садж. По вкусу это похоже на тоненькую, самую тонюсенькую лепешечку с добавлением шпината. Достаточно соленая. Вкусно, по сути вкусно. Вкусно, если было невкусно, но очень даже вкусно. А теперь попробуем цветочную долму. Это сезонное блюдо из цветков кабачка цукини. Цветки фаршируют рисом со специями и тушат. Во-первых, эти цветочки вообще не чувствуются в моей ротовой полости. Такой, как будто я просто бы на самом деле сейчас попробовала кусочек риса. Так, а если с турецким йогуртом? Сейчас было реально очень вкусно. Боже мой, вот поэтому всегда надо использовать все, что ты видишь на столе, потому что без вот этой йогуртовой заправки было вот что-то как будто бы не хватает. То ли сначала точно чеснока, и это прекрасно дополняет это блюдо. Да, в моем традиционном обеде нет мяса, как у Антона, но все равно вкусно и сытно. Хватит на 3 голодных туристов. Зачем вам вот эти вот центровые какие-то крутые рестораны, если за 20 баксов вы можете получить такую прекрасную пищу богов? Присмотритесь, это же очень похоже на зайца, которого, в общем, скульптура «Я» и 2020. Именно здесь я спрячу бутылку со $100. Чтобы найти клад в Каппадокии, отправляйтесь в Гёреме и поезжайте по улице Мюзе к торговому центру Виш-3. От него пройдите 40 метров на север. Клад спрятан у подножья скалы, похожей на зайца. Крепись, брат. Кажется, вы стали забывать, что Каппадокия переводится как «страна прекрасных лошадей». А какая лошадь может быть прекраснее, чем верблюд? Ну, о вкусах не спорят. Опа. У нас будет вечериночка. Я тоже рад тебя видеть. Yeah, and where to put my... Okay. Woohoo! Ага. Вы спросите меня, зачем я поменял 180 лошадиных сил на 1 верблюжью? Дело в том, что это лучший способ добраться к самому красивому шоу в Каппадокии. Для того, чтобы посмотреть самое красивое шоу в Каппадокии, совсем не нужно тратить $20 на плешивого верблюда. На шоу можно прийти пешком. Его показывают в 30 минутах ходьбы от центра Гёреме, в Розовой долине. Я же обещал вам шоу. Пожалуйста, наслаждайтесь. Наверное, самое красивое шоу на Земле. Романтичный закат, и остались наедине только волосатые горы, маленькая розовая долина и сладкий ветер, который шепчет мне в ухо: это Каппадокия, я тебя люблю. Знаете, вирус может лишить нас возможности передвигаться, возможности путешествовать, закрыть нас дома, но он никогда не лишит нас возможности любоваться вот на эту красоту. И это настоящее чудо. Как по мне, Каппадокия – идеальное чудо света, чтобы провести выходные и остаться еще на пару дней. Вы только посмотрите на всю эту красоту!
Вот прям как у меня дома. $100 здесь хватит и на еду, чудное блюдо для чудной Васи, и на жилье. Как здесь уютно! А красоты, они тут бесплатные. Кстати, сейчас в Каппадокии уже открылись все отели и рестораны. А воздушные шары взмыли в небо. Так что смело приезжайте на чудо света. У меня воздуха на 3 фразы. Господи, давно я себя не чувствовала такой тупой. К деньгам. Бёрдман. У нас будет вечериночка. Красота какая! Вот за что я люблю безлимитную карту, за возможность оценить непередаваемый опыт, который невозможен без кучи денег. Антон! Одна здесь отдыхаешь. Одна стою. Здравствуй. Можно? Да! Можно это сделать? Я тебя поздравляю с твоим Спасибо. самым первым закатом в истории Решки. Антон, слушай, ну за эти 2 дня я просто, что я только не делала. Давай, накидывай. Была на турецкой свадьбе, Клево. танцевала, там орала, джигу-джаба, все такое. И прикинь, это все за $100. Я вообще, это реально шикардос. Мы достойны сезона «Чудеса света». Да, Класс! да. И поверь, это только начало удивительных приключений. Да, я Мы думала, с тобой я уже надеялась. отправляемся уже буквально через недельку. Не поверишь, куда? В Турцию! Арарат! До встречи на следующем «Чуде света». Да, до свидания. Ой, какой обаятельный свет. Слушай, ты знала, что Каппадокия переводится как «страна прекрасных лошадей»?